Добрый день, друзья! Сегодня готовим куриный суп с жареной лапшой. Начнем приготовление с бульона. В умеренно кипящую воду добавляем чайную ложку соли, отправляем сюда луковицу, морковь, лавровый лист и душистый перец, а также курицу. У меня сегодня бедра, можно взять голень или суповой набор. Когда вода закипит, снимаем обязательно пенку. Ее будет немного, так как мясо мы закладывали в кипящую воду. Теперь накрываем кастрюлю крышкой и варим бульон на умеренном огне 20 минут. А пока подготовим лапшу. Сегодня у меня вот такая вермишель паутинки. Можно брать любую мелкую лапшу. Буковки, звездочки, мелкие ракушки. Обжариваем вермишель на сухой сковороде, постоянно помешивая до золотистого цвета. Затем сразу же пересыпаем ее в тарелку, чтобы она не лежала на горячей поверхности и не сгорела. Также для супа нам нужен еще картофель. Я его нарезаю на маленькие кубики, чтобы быстрее сварился. Прошло 20 минут. Вынимаем из бульона луковицу и выбрасываем ее, она нам больше не нужна. Морковь и мясо пока достаем в тарелку. Также из бульона достаем лавровый лист и перец и тоже выбрасываем. Еще один из самых любимых моих супов – это гречневый. Наваристый, сытный и очень вкусный. Если вы еще не пробовали такой суп, обязательно рекомендую приготовить. Ссылку на рецепт вы видите сейчас в правом верхнем углу. Далее в кипящий бульон отправляем картофель. Пробуем по вкусу и подсаливаем. Доводим картофель до кипения и варим его 10 минут. Снимаем образовавшуюся пенку, пока ее не так много. Тем временем нарезаем морковь, которая варилась в бульоне. Она практически готова, только серединка осталась твердоватой. С курицы снимаем кожу и отделяем мясо от костей. Крупные кусочки нарезаем на более мелкие. Прошло 10 минут. Снимаем еще раз пенку и отправляем к картофелю морковь и нарезанное мясо. Перемешиваем. А ты уже поставил лайк? Также на данном этапе в суп кладем специи. Я добавляю сушеную зелень, которую делаю сама. Рецептом приправы я недавно делилась с вами. Если вы пропустили видео, ссылку оставлю в описании. Провариваем овощи и мясо в течение 4-5 минут. Затем пробуем картофель и, если он практически готов, высыпаем в суп обжаренную вермишель. По желанию добавляем черный молотый перец. Перемешиваем суп и варим еще 5 минут. Благодаря тому, что вермишель обжаривается, суп приобретает совершенно другой вкус и красивый желтый цвет. А еще суп может долго стоять в холодильнике, вермишель не разбухает и суп выглядит так, как будто его только сварили. Я подаю суп со свежей измельченной зеленью. Он получается очень ароматным, с насыщенным вкусом, но в то же время он не кажется тяжелым. Бульон легкий, прозрачный. Суп, как вы могли заметить, без зажарки. В общем, это тот самый вкусный домашний суп, который мама очень часто готовила в детстве. Обязательно пробуйте приготовить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».